Всем привет! А вот как начинается мой рабочий день. Сначала завтрак из фруктов. Сегодня у нас папайя. Чашечка кофе и сажусь за работу. Иногда я делаю Маркусу сюрприз, забираю его со школы. Он очень любит эти моменты, и я стараюсь сделать это систематически. Ну а сейчас мы едем в гости к Саре. Нас пригласили на вареники. Сегодня мы с тобой будем готовить вареники, от которых ты была в восторге. Да. Скажу честно, вареники всегда готовлю на воде. Началась моя история с варениками с времен, когда я изучала религию, и я очень много ходила в церковь, и в какой-то момент в церкви была стройка, очень много людей, и я решила, не знаю почему, просто приготовить вареников на всю церковь. Из того, что помню, начала готовить в 8 утра, закончила в 4 часа дня, но все наелись и все были очень довольны. Да, почему на воде? Потому что был пост. Но сегодня мы с тобой добавим сюда еще и яйцо. Яйцо, давай. Да, поэтому мы берем стакан воды. Вода у меня кипяченая, я ее остудила, то есть она такой комнатной температуры. Я ее выливаю. Сейчас я возьму вилку, потому что венчика, так как мы в Египте, у нас не все материалы домашние есть под рукой, но вбиваем яйцо и перемешиваем. Я, кстати, сегодня не завтракала, Сара, специально. Ну и что, зато пообедаешь. Да, зато пообедаю. Так, соли. Честно скажу, соль бросаю на глаз. Я не очень любитель соли. То есть у нас в семье она вообще минимализирована. Молодец. Ребенок у меня практически есть все не соленое. Поэтому их просто как бы на... Не совсем на кончик, но и не полная вилка. Перемешиваем. У нас получается такая практически единородная масса. Это такая кухня интересная, оранжевая, вон ракушечки висят. Да, могу сказать, что когда ты сюда попадаешь впервые, тебе это кажется кайфом, но через 2-3 месяца жизни тебя присутствие такого большого количества оранжевого цвета немножко начинает напрягать. Но опять-таки это все зависит от нашего состояния. Так, муку я бросаю опять-таки на глаз. Я ее не знаю. Обязательно вот это делать? Нет, честно сказать, не обязательно, но я почему-то, мне кажется, что в таком образе как бы... Марка, сейчас вареники будут. Тесто получается более воздушным. Дальше поделюсь одним секретом. Почему у меня вареники воздушные? Ой, ты любишь готовить вообще? Честно сказать, нет. Я это делаю только тогда, когда у меня есть настроение. Вдохновение такое, да? Да. Не, ну у тебя вот эта кухня, прихожая очень располагает, кстати, знаешь, очень приятно тут находиться. До беременности и до рождения Карима меня можно было встретить на кухне только в родительском доме. Все остальные всегда думали, что я не готовлю. Сейчас, скажу честно, записываем это видео, не будем показывать его мужскому населению, пусть живут с мыслью, что я не умею готовить. Ага, я тебя поняла. Так ты думаешь, что никто из твоих знакомых не посмотрит это? У меня есть огромное количество женского населения, мужского это знать не обязательно. Ну да. Пусть мужчины не знают, пусть тебя кормят, правильно? Я тоже такого мнения, кстати. Да. Пусть все думают, что я питаюсь где-то в заведениях. Да, ты права. Ой. Не хочу, не хочу создавать лживое представление о себе и искать путь к сердцу мужчины через желудок,
чтобы потом его не разочаровать, когда в один прекрасный момент он скажет «хочу вареников», а я скажу, что у меня нет настроения их делать. Да. Поэтому, чтобы не разочаровывать, я не буду очаровывать. Очаровывать, Да. По-честному, Поэтому, да? а если даже мне захочется вареники, я могу сделать их в отсутствие моего мужчины, и прекрасненько мы покушаем. Да, верно. Как я всегда говорю, я не хочу, чтобы меня любили за еду. Да, за еду, за готовку, верно. Вот, наверное, знаешь, большинство близнецов не любят готовить. Мы с Сарой по гороскопу близнецы, ну, как бы мы и верим в это, и не верим, но что-то есть похожее, правда? Вот близнецы, допустим, там. Не, в любом случае какие-то характеристики у нас похожи, но, как как сказал бы любой астролог, есть же еще акцидент. Асцендент. Асцендент. У тебя какой асцендент? Лев. А у меня скорпион. Так ты у нас вообще опасная. Опасная, да? Ну. Нет, ты знаешь, я тебе скажу, почему я не опасная. Потому что если мне человек нравится, я очень искренне люблю. А если человек говно, я просто с ним не буду общаться. Я не буду тратить энергию на какое-то мщение. Я просто ему один раз накакаю. Один раз накакаю. Тогда да, потому что скорпионы, они чаще у них присутствует в характере вот это вот мщение. Не то, что там мщение, типа я создам план, как тебе отомстить, но при любой возможности, как бы, скорпион использует свои ресурсы, чтобы как бы немного подгадить. Поверхность у нас чистая, будем вымешивать уже на этой, потому что в этой миске все липнет. Классно, у тебя прям все создано для того, чтобы ты готовила вареники. Класс. Для меня готовка вареников, это прям какое-то такое, женское наполнение. Да. Так у тебя еще, знаешь, как это же еще работа ручная, да. А для женщины... Вот скажи, меня будут филонить твои подписчики за все вот эти фразы, но женщине важно заземляться. А готовка, и вот особенно лепление вареников, потому что это вручную, и как бы это, мне кажется, я в это верю. Если кто-то в это не верит, и у него это не работает, не обижайтесь, я никого не заставляю так делать. Я тоже верю. Я когда вяжу, я прям на 10-м небе от счастья. Вареники, надо как-то дома тоже поделать, заморозить и все, правда? Если честно, я так и делаю. Еще есть ленивые вареники, знаешь? Да, я делала, но они тут, из-за того, что тут нету творога, он все равно тут соленый сыр, и как ни крути. Маркус, ты что крутишь? А я, знаешь, как делаю вареники ленивые, Саша? Все, тесто у нас готово. Шикарно. Тесто достаточно мягкое, но я его хочу положить минут на 10-15 в холодильник, а мы пока... Слушай, а я, знаешь, как вареники делаю ленивые? Не сыром, а картошку добавляю, там 2 яичка и, вот это муку. И ленивые я так вареники. еще не пробовала. Вот попробуй. В следующий раз придем готовить вареники к тебе. Ленивые. С картошкой, представляешь, с картошкой? Да. Это что такое? У нас грибы с луком. И сейчас мы добавим, я утром сварила пюрешку, она остыла у нас. Почему лучше с остывшей? Потому что так будет удобнее выкладывать сами вареники. Мы сейчас это все смешаем. То есть у нас начинка будет картошка с грибами. Ага. И мы сюда смешиваем. Да, все вместе. Ингредиенты на нашу заправку вареников. Сара, ты знаешь, я когда ела твои вареники, я не поверила, что это ручная работа. Они все были какие-то одинаковые, такие красивенькие. Сейчас все покажу и расскажу. И даже в этих полевых условиях в Египте можно такого добиться. Ну что, тесто я достала из холодильника. Оно у нас стало немножечко твердее. А еще тебя ждет сюрприз, потому что в бытовых условиях Египта я почему-то никак не куплю скалку. Но меня спасает вот эта бутылка абсолютно. Да ты что?
Девочки, кто Поэтому- живет в Египте, пожалуйста, используйте. Да, поверхность мы Лайфхак вытянем. от Сары. Еще муку. Выходим из того, что есть. Ну да. Поверхность. Рассыпаем муку. Сейчас выдвину. Маркунька. Ну что, поехали. Разделим на 4 Кусочка, да? кусочка. Эти пока оставляем. Так красиво. Это для меня тоже мастер-класс. Еще один момент, что я никогда не перебиваю тесто. То есть вот как вышло на 4 листочка, так и будет. Таким образом они остаются мягкими. Угу. Но я поняла, что когда делаешь типа на продажу, ни разу в жизни этого не делала, то как раз перебивать тесто очень выгодно, потому что когда оно перебитое, оно тяжелее весит. Но так как мы в первую очередь делаем это для себя, а по закону кармы хочешь все лучшее для себя, делай лучшее для других, поэтому и те вареники, которые ты ела, были ровно по такому же рецепту. Убираем ножик. А ты тесто солила? Я упустила. Да. А картошку вот с грибами? Чуть-чуть. Чуть-чуть, да? Маркус, хочешь уже? Ну, Ждёшь? я грибы не солила, а картошку Маркунь, чуть-чуть. ждешь уже вареники, да? Вареники? Маркус не знает, я ему не готовлю. Это вот такое блюдо. Украинское блюдо. Украинское блюдо с... Да. В села, когда едешь, особенно на западную. Так, с мукой со Не-не-не. стаканом делай секрет, кстати. Маркус, вот не тот, о трогай. котором мы говорили. А, со стаканом, да? Да. Ага, ну давай. Мы делаем. Таким образом, они у нас практически все получаются одного размера. Мгм. Красота. И сколько сейчас лепить? А что вообще самое любимое твое блюдо? Какое? Мясо по-французски. По-французски ты умеешь Но готовить? тут не получается сделать, потому что духовка не позволяет. Мы делаем, есть такое, в советское время это называлось чудо, типа мыска, которая сверху закрывается и вставляется в розетку. Дома у нас есть это чудо. Вечно в погоне за ним, потому что в наше время это тяжело найти. И вот в чуде это мясо, оно получается в своем соку. Мгм. А теперь смотри. Так. А, ты вот так вот вилочкой, да? Тын, Да. тын, тын, тын. То есть я их слепила вручную, там как получилось. А ну, И секунду. таким образом, А ну, давай. Сейчас. Сар, надо ближе. еще раз. Так, а ну, покажи процесс. Как раз благодаря вот этой вилочке большинство думает, что вареники лепленные не вручную. Ну что ж, на сегодня все. Готовьте вареники и наслаждайтесь. Подписывайтесь, конечно же, на мой канал и смотрите видео, которые я оставляю в заставках. Там очень много ценной и полезной информации. Пока-пока. До скорой встречи в Египте.